Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Уже более года на территории Российской Федерации работает единственная организация на данный момент, которая активно борется за справедливость и выступает против коррупции и преступности в мире российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. Название данной организации – Антикоррупционный комитет. Еще в июне 2023 года комитет организовали патриотически настроенные известные российские и советские актеры Никита Михалков, Александр Домогаров, покойный Александр Ширвинд, Лев Лещенко, Владимир Винокур и Александр Розенбаум. За целый год работы антикоррупционный комитет значительно укрепился. Теперь в организации работает более 60 известных советских и российских артистов. Ну а совсем недавно команда Никиты Михалкова заработала с новой силой, так как в организацию вступили два порядочных представителя высших эшелонов власти – министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. На последнем совещании глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков обозначил задачи, которые ставит перед собой организация на текущий год. По словам руководства антикоррупционного комитета, основные направления работы организации – это борьба за улучшение общего социального уровня жизни россиян, помощь пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям, участникам спецоперации и их семьям, а также беспощадная борьба против преступных элементов российского шоу-бизнеса и высших эшелонов властей. И как показывает время, слова антикоррупционного комитета не расходятся с делом. На днях были объявлены предварительные судебные приговоры в отношении двух представителей российского шоу-бизнеса и культуры, супруги пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяны Навки и известной телеведущей врача-терапевта Елены Васильевны Малышевой. Данные негативные элементы российского шоу-бизнеса находятся в следственном изоляторе города Москвы уже больше месяца в связи с тяжелыми правонарушениями и преступлениями, среди которых получение крупных денежных взяток, поставка некачественного оборудования в зону спецоперации, финансовое мошенничество в особо крупном размере и, что касается Елены Малышевой, непрофессиональная медицинская помощь, которая привела к смерти человека. Совсем недавно в камере временного задержания находился и сам пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего. Однако в последний момент Верховный вступился за своего секретаря, и тот был выпущен на свободу. Надо отметить, что на данный момент в женском следственном изоляторе своего судебного приговора ожидают и другие публичные личности. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, известная певица Надежда Бабкина и мать певицы Натальи Королевой Людмила Порывай. Все данные публичные личности обвиняются по нескольким направлениям. Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова – это устройство заговора против антикоррупционного комитета, что привело к летальному исходу среди сотрудников организации. Мать Натальи Королевой Людмила Порывай обвиняется в первую очередь в устройстве побега из тюрьмы своего внука и в отравлении сокамерницы. Ну а известная российская певица Надежда Георгиевна Бабкина обвиняется в смерти молодой проводницы скорого поезда Калининград-Москва. Чрезвычайное событие произошло несколько недель назад. Что касается супруги пресс-секретаря Татьяны Навки и известной телеведущей Елены Малышевой, то обе женщины получили суммарный срок лишения свободы 30 лет. Татьяне Навке 12, а Елене Малышевой 18. По решению антикоррупционного комитета и Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным обе женщины до окончательного решения суда до 1 августа текущего года будут находиться в следственном изоляторе города Москвы.
В частности, Елена Васильевна Малышева получила такое жесткое судебное наказание в связи с тяжкими преступлениями и правонарушениями, среди которых непрофессиональная медицинская помощь, которая привела к осложнению здоровья у нескольких людей и известных артистов, в частности у актера Олега Басилашвили, и привело к летальному исходу для легендарного артиста и члена антикоррупционного комитета Александра Ширвинда. Еще 1,5 года назад медицинская клиника Елены Малышевой оказывала помощь известному артисту Олегу Басилашвили, который страдал от высокого давления. Однако в результате лечения у Елены Малышевой состояние здоровья Олега Басилашвили и вовсе ухудшилось, и он попал после лечения в реанимацию. Ну а для легендарного артиста Александра Анатольевича Ширвинда общение и медицинская помощь в клинике Елены Малышевой и вовсе закончилась трагедией. Так это или иначе, но после 3-месячного лечения в медицинской клинике Елены Малышевой здоровье Александра Анатольевича настолько ухудшилось, что через несколько недель наступил летальный исход. Помимо этого, Елена Васильевна Малышева обвиняется в поставке некачественного медицинского оборудования и препаратов в Россию, в результате чего пострадало более 5000 российских граждан. Руководство центральных телеканалов отмечает, что на данный момент на телевидении еще идут программы с участием Елены Малышевой, естественно в записи, но сама Елена Васильевна уже 2-й месяц находится в женском СИЗО города Москвы. Что касается Татьяны Напки, то пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего делал уже неоднократные попытки освободить свою супругу, но антикоррупционный комитет и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным считают, что Татьяна Напка должна сполна ответить за все свои правонарушения, и мера пресечения под домашний арест будет отклонена. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Известные артисты, члены антикоррупционного комитета Василий Ливанов, Борис Щербаков и Игорь Скляр сегодня с утра находятся в городе Сызрань, где проходит открытие очередного филиала антикоррупционного комитета. На данный момент в России работает 97 филиалов антикоррупционной организации. Антикоррупционный комитет и Следственный комитет вместе с товарищем Бастрыкиным и Никитой Михалковым намерены возбудить уголовное дело против президента Башкирии Радия Хабирова. Причиной возбуждения уголовного дела является нападение на членов антикоррупционного комитета, включая Льва Лещенко и Раймонда Паулса, которое произошло еще в марте этого года во время антикоррупционной проверки. Сегодня день памяти известного мирового певца Тото Кутунья. Тото Кутунья могло бы исполниться 81 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.